Мы проснулись, и действительно погода нас первый раз порадовала. Наконец-то, это был, по-моему, 4-й день пребывания Джарвиса на Камчатке, он наконец-то смог увидеть что-то дальше, не знаю, там, 2 километров, потому что до этого он не понимал, наверное, даже, что тут, какой рельеф, и все, то есть вот, вверх-вниз, облака и все. А тут наконец-то распогодилось, видно, что вот в раз вулкан, 2, 3 вулкан, станция, то есть уже все это было видно и понятно. Мы позавтракали, быстро собрались, ну и решили, не теряя времени, ехать на главную точку нашего маршрута. Это, конечно же, кратеры Мутновского вулкана. So I didn't ask too many questions about where we were going, just follow the guys, and we just gradually going up further and up the hill, and could started to see the top of the volcano. The sun was shining a little bit, so I didn't know how far it was or what this volcano looked like, but once you start to see the snow, you know you're getting into the difficult terrain. And Мы в торопях доехали до входа в кальдеру. Там основные райдеры оставили мотоциклы на месте, так называемом крест. После креста уже спуск и заезд в сам кратер, то есть ребята сами уже выбирали, то есть хотят они туда ехать или не хотят. Ну, в итоге поехал я, Вова и Джарвис. Все остальные сопровождали нас пешком и с веревками. На всякий пожарный случай. we're down to 2 riders making the way up. You know, some of the other guys didn't fancy the challenge, but Boris and Voa joined me. I started to see big holes in the snow, so I knew it was quite a dangerous place. You know, you got to be careful, so just going real slowly, picking my line and working my way up. Подъехав к подъему на кратер, посмотрели пару траекторий, то есть выбрали с Вовой наиболее подходящую для нас. Ну и сразу же я спросил у Джарвиса, то есть видит ли он тут какую-то сложность, то есть тяжело. Вот, он сказал, что да, в принципе это уже неплохой подъем, ему уже это интересно. We're nearly at the top and there's a real tricky section. So I had 1 or 2 goes. But the problem was we were starting on the ice, and it was seemed to be a lot more slippery there, and it was just difficult to get the bike started. That was the problem. But you know, once you get moving and get up onto
a bit better grip, it was okay, but setting off on that ice, it was really challenging. Грэм выбрал заезд совсем не тот, который выбрали мы с Вовой. В принципе, там выбора вообще не было, как мне казалось, как ехать. Но он нашел другой путь. Ну, в принципе, на этом подъеме я первый раз, наверное, за время катания увидел, как все-таки Джарвис все-таки сошел с мотоцикла, ему пришлось там к отдельные моменты переставления, то есть и как-то его подталкивать, то есть уже не все так просто и легко. Грэм выбирал свои линии, то есть не те линии, по которым ехали ребята. И на самом деле не верилось, что туда можно заехать на мотоцикле. Он это сделал, и сделал, причем играюще, особо не напрягаясь. Было, конечно, пару мест, когда я за него волновался, когда там прям над самым обрывом у него перестал ехать мотоцикл, он шлифовал колесо, главное, чтобы он не ушел вниз. Было, конечно, немножко страшно, но все, Грэм взял все в свои руки и достойно очень поднялся. Он поехал по самой левой пешей тропе, которая, в принципе, граничила то также, вот, наверное, с обрывом. То есть оно было, ну, то есть у меня даже в голову бы не пришло там ехать, потому что чуть что, то есть мотоцикл и человек все туда уходит. Долго не рассиживаясь, мы начали свои попытки прохождения своего маршрута к кратеру. Не все пошло так, как мы захотели, то есть мы не заехали на те ступени, откуда вот там более-менее можно было идти, то есть там нам действительно немножечко помогли, буквально, наверное, метров 5-10. Ну а дальше, в принципе, поползли за Джарвисом. The different events around the world, they all have a different format and different terrain, but you know, I don't think there's anywhere as unique as this area where you've got absolutely everything, you know, hill climbs, snow, rivers all in one, and it's basically a hard enduro rider's paradise. Passing lots of hot springs, you know, I wasn't sure, something I've never ridden near before, so you obviously have to be careful, there's a lot of danger. And
И мы поехали дальше, то есть от первого кратера ко второму. На пути там был снег, были какие-то пещеры ледяные, шлак, было интересно уже, то есть рельеф поменялся, приходилось нам преодолевать, и даже мы думали, что мы не заедем. Там есть место, где очень красиво летом образуется озеро, но в этот раз там просто был снежник. Я смотрю, он начал прыгать с льдины на льдину прямо по центре озера. То есть мы такие сначала посмотрели со стороны, наверное, минут 10-15, потом смотрим, ну вроде все-таки не утонул, не тонет, не провалился. Думаю, ладно, проверка пройдена. So being a professional rider, you know, I thought I've seen every type of terrain there is, but for me, just going flat out up the big ice drifts, snow drifts, big lumps of ice, you know, that was something unique for me, and that was definitely a learning experience and different technique. So it's good to see at 41 years old I've still come here and learned something. Нам было весело, подурачились, поездили по снегу, попрыгали через эти расщелины. Было немного воды, то есть даже там какие-то фонтаны. Ну и мы начали подниматься на второй кратер. Я, наверное, со второй попытки уже доехал до туда, докуда и планировал, то есть больше, выше не хотелось. Для меня было не принципиально эти 15 метров, поэтому я ставил мотоцикл чуть ниже. Ребята все подошли, ну а Грэму, даже не заходя туда к кратеру, несмотря рельеф, спросил, типа, что, поймаем его, если что, или как. Мы сказали, что да, мы готовы, давай едь. И он поехал. The view of the volcano at the top, it's just something I've never seen before, let alone ridden on that type of terrain. So it was just an amazing experience for me to be, you know, at my age, to be riding somewhere in the terrain that I've never seen before, big lumps of ice and hill climbs, something I've never seen. So, you know, it was just something unique, something I've never experienced. Когда он заехал, когда увидел, что там вообще отвесная стена, у него, наверное, был шок все-таки, как бы очень опасно это было. It's good to have, you know, a couple of riders with me to share the experience, and we were finding new terrain. I think we were riding places that a bike had never been on before.
Грэму очень понравилось там. Он весь Инстаграм потом залил свой мутновкой, в кадрами с мутновки, как бы видео с мутновки. И, конечно, отзывы там в Инстаграме его были, что это, ну, unreal просто, нереально. Ну и по его эмоциям, это был, наверное, день его раскрепощения на Камчатке, когда он уже окончательно релакснулся, да, и уже вошел, грубо говоря, в свою среду и понял, что как бы с русскими можно нормально, в принципе, иметь дело, отдыхать, там, как бы кататься, то есть что нормальные парни на Камчатке. До приезда я думал, что, наверное, они там что-то все подкручивают, что-то подделывают, ставят специальные тормоза, настраивают подвеску. Нет, человек просто на стоковом мотоцикле, ничего толком не делая, сел, поехал, тормозит и все, и встает, и катится, и катится, и катится, и катится. То есть в таких местах, то есть, в которых мы, в принципе, там, наверное, рядом, идя с мотоциклом, там его спускаем, он показывает, вот надо ехать, оказывается, на переднем колесе. Well, you know, I didn't know what to expect. You know, I had a bit of a vision, you know, some nice hills and stuff, but I never imagined the scale of the volcanoes and what it would be like, and I never imagined that we could actually ride to the top. So, you know, it's just exceeded my expectations of what I imagined. I think there's a good future in Kamchatka Enduro because, you know, so much terrain to ride on. It is basically a paradise for hard enduros or just, you know, easy riding, whatever you want to do. Around the world it's getting more and more difficult to find places to ride, so I'm sure it's got a good future in Kamchatka, and you know, hopefully we can promote it. It's a fantastic sport, and you know, around here I'm sure that everybody likes the outdoor life and the countryside and the mountains, so you know, I mean, can urge everyone to get out there, get a bike. Doesn't matter what type of bike, go out and have fun. Так как больше, в принципе, ничего интересного в данных локациях не было, мы приехали, собрали вещи. Грэму дали мотоцикл, чтобы он ехал своим ходом, потому что он не захотел трястись на машине. Утром встали, и Грэм сказал: «У меня болит спина». Оказывается, у богов тоже что-то может болеть. На вопрос, как бы, что бы ты хотел, кататься сегодня или релакс, он сказал: давайте релакс.
До приезда, то есть мы смотрели все эти соревнования, там, Романьякс, Эзерберг, видели, как он проходит, но одно дело, когда ты смотришь, как это делают другие, но ты не можешь это, как бы, я не мог переложить на наш рельеф, ты как бы сказать, да, вот эта сопка такая же, как и у них, там, и напробовать потренироваться. Тут этот человек приехал и сказал, что вот эта сопка такая, это легче, это сложнее. Поэтому, как бы ожидали от Джарвиса чего-то такого супер-класса, наверное, мастер-класса, ну, в принципе, как раз вот это он и дал, то есть, как бы он показал действительно уровень, к чему стремиться, то есть, как бы, следующие этапы. Better to react quickly so the front wheel doesn't come up or slip the clutch usually. Хочется после таких встреч тренироваться, кататься, ездить на соревнования куда-то, посвятить большую часть своей жизни как бы этому мотоциклам, этому спорту. Поэтому мы все зарядились энергией Грэма. Вот. Сейчас будем стараться работать. Every hill climb is different, so as a general rule I'd say if it's nice and flat you can sit down because you're going to have control of the suspension, that's the key. But when it starts to get stepped or rocky, you're going to have to stand up and use your legs as pressure on the suspension to get good control, otherwise you just lose control of that rear suspension. It'll start bouncing up off the air and that's when you lose the control. I've had real good fun in Kamchatka, apart from the miserable weather, a bit like the English weather, so not ideal, but I've had real good fun, great bunch of guys and a fantastic experience that'll live with me forever. Покатались командой, классно провели этот уикенд, этот тур, то есть все было супер, то есть и с едой, с мотоцикла нас не подвели, и были ребята, которые следили там за техникой, если что. То есть, несмотря даже на погоду, все сложилось очень замечательно. Спасибо Грэму, то есть за приезд, за ту энергию, которую он, наверное, передал, то есть действительно показал эти вот высоты, что, как к чему стремиться, как что делать. Даже эти вот то, что он там подписался на Инстаграме, я говорю, Грэм, класс, это лучший подарок. Расписывался там везде, пофотались. Действительно, сейчас мы даже нет-нет в группе, в нашей там, скидываем ему фотографии, говорим, Грэм, надо тебе вот сюда. Он говорит, да, ребята, я хочу, я должен быть здесь, а не там, где я сейчас. Мы говорим, да, говорю, это будет в следующий раз. So if I've got an opportunity to come back, I'll definitely be back. Maybe come in the winter, a bit of snowmobiles, come back for more enduro, more challenges up volcanoes, and definitely love to come back at any opportunity. I'd just like to say thanks to all the guys, and it's been a fantastic trip and made lots of new friends, and they're all welcome to come to England, but I won't have anything to offer like they've offered me, but it's been cool to make new friends and we've had real good fun. Thank you very much.